Остановитесь. Не прокручивайте. Не бегите от этого голоса снова. У вас ровно 23 секунды, чтобы решить, прислушаетесь ли вы к шепоту небес или позволите той же тишине снова украсть ваше благословение. Этот момент не совпадение. Это не алгоритм. Это не случайность. Это божественное время, священное вмешательство, посланное, чтобы изменить вашу судьбу навсегда. Вы молились о знамении, не так ли? Вы просили Бога говорить ясно. Вы сказали, если это реально, пусть что-то произойдет прямо сейчас. И вот оно. Дверь только что открылась. Ключ повернулся. Свет упал на ваш путь. Что, если я скажу вам, что перед концом этого послания что-то невидимое сломается? Что, если тяжесть, которая сопровождала ваши дни ночи страха, долгов, болезней, предательств и начнет отступать прямо сейчас? Оставайтесь. Не двигайтесь. Потому что то, что вот-вот откроется вам, не просто слово, это завет. Священная тайна, скрытая от многих, но предназначенная для тех, кто претерпит до последнего мгновения. И если вы уйдете сейчас, вы вернетесь к той же борьбе, к той же пустоте. Но если вы останетесь, вы коснетесь нити божественного изобилия, которая ждала пробуждения вашей веры. Вы в одном дыхании от своего чуда. Одно слово отделяет вас от обещания, которое старше вашей боли. Вы чувствуете это, не так ли? Трепет в душе – это тепло в груди? Это не эмоция, это движение Бога через ваше сердце, готовящее вас к преображению. Небеса в этот момент напоминают вам, что ваши нужды, ваши болезни, ваши изнеможения никогда не были концом вашей истории. Они были почвой испытаний, местом, где было погребено ваше семя веры, ожидающее жатвы. Между вами и вашим Создателем существует скрытый завет, завет богатства, исцеления и божественного восстановления. Но вы должны услышать его до конца. Вы должны остаться до конца, потому что только там тайна будет раскрыта. Это условие вашего преображения – стойкость. Каждая секунда вашего пребывания здесь – это провозглашение веры. Каждый миг вашего пребывания – это безмолвная молитва «Я готов, Господь». Потому что Он говорит не просто с миром, Он говорит напрямую с вашим духом, называя вас по имени. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы ждали перемен, но небеса ждали, когда вы замретесь достаточно долго, чтобы принять. Это ваша пауза. Это ваше священное приглашение. Вы смотрите это видео не случайно, вас зовет сама судьба. Каждый звук, который вы слышите, каждое мое слово несет вибрацию благословения, уже действующего. Вы стоите на пороге божественной двери. Откроете ли вы ее? Доверитесь ли вы тому, что тот же Бог, что создал галактики, может переписать и ваше завтра? Слушайте, потому что в следующее мгновение откроется тайна, отделяющая сломленных от благословленных. Разница между бедностью и богатством, между ожиданием и принятием, между плачем и празднованием, она скрыта в словах, которые вы сейчас услышите. Не двигайтесь до последней секунды, потому что наступит мгновение, всего одно, когда ваш дух узнает голос вашего чуда. И когда это произойдет, все, что когда-то казалось невозможным, начнет поворачиваться к вам на пользу. Оставайтесь. Потому что прежде, чем закончится это послание, вы почувствуете его несомненное присутствие Бога, окружающего вас, заполняющего каждую пустоту, разрывающего каждую безмолвную цепь. Вы поймете, почему была задержка. Вы увидите, что ожидание не было наказанием, оно было подготовкой. Это ваш божественный отсчет. 23 секунды стали вечностью, и вечность выбрала этот миг, чтобы встретиться с вами.
Не пропустите свой визит. Небеса наблюдают за теми, кто слушает. Бог говорит: 3 ангела охраняют твое благословение, и один из них зовет тебя сейчас. Представьте себе на мгновение, что все творение остановилось. Звезды молчат. Ветер затих. Сами небеса склоняются ближе, чтобы услышать твой ответ. Ты думаешь, что это просто очередной обычный день, но это не так. Это священное пересечение того, о чем ты молился, и того, что уготовили небеса. Один ангел хранит ключ от твоей двери, другой оберегает семя твоего урожая, а третий несет в своих руках твое божественное обещание. И прямо сейчас один из них шепчет твое имя. Ты почти слышишь это, не правда ли? Это слабое напряжение в груди, это странная тишина в сердце. Это не плод воображения, это первый зов божественного спасения. Не наказание, а рука, протянутая с небес, говорящая: «Откройся, пока не стало слишком поздно». Каждая секунда этого мгновения измеряется не минутами, она отмерена судьбой. Каждый удар твоего сердца – это шаг к чуду или шаг от него. Бог направил на тебя небесный свет, и твоя жизнь пишется чернилами вечности прямо сейчас, пока ты слушаешь. Над вами открылось священное окно. Редкий момент, когда духовный мир склоняется к человеку, когда голос Бога говорит сквозь шум ваших тревог. Замечали ли вы, что в последнее время ваша душа неспокойна? Что вы устали не только телом, но и глубоко духом? Это потому, что дверь изобилия стучится в вас, но страх не дает ей открыться. Вы стоите на пороге, держитесь за ручку, но боитесь повернуть ее. И все же Бог говорит: это тот час. Ангелы ждут. Откройте свое сердце и позвольте моему обещанию войти. Бывают моменты, когда небеса ждут твоего решения. Когда все творение затаило дыхание в ожидании твоего «да». Именно это происходит сейчас. Эти слова нашли тебя не случайно. Бог создал именно этот момент, этот звук, этот голос, это послание, чтобы изменить твой путь. Задержка, неудачи, закрытые двери, отвержение – все это никогда не было признаком отказа. Это был божественный отсчет, ведущий тебя к этой встрече. Небеса никогда не забывали твоего имени. Ангелы не прекращали трудиться ради тебя, даже когда ты думал, что все потеряно. Возможно, ты их не видишь, но они окружают тебя прямо сейчас. Один стоит позади тебя, защищая от невидимых атак. Другой идет рядом, направляя твои шаги, даже когда ты спотыкаешься. А другой стоит перед тобой, держа ключ света, способный открыть то, что было закрыто годами. Этот ключ – вера. Дверь – твое сердце. Замок – послушание. А ручка – твое решение снова поверить. Остановитесь на мгновение. Закройте глаза, если нужно. Чувствуйте, как тепло нарастает в груди? Тихая уверенность шепчет: это для тебя. Это голос третьего ангела. Он ждал этой трещины в ваших сомнениях, этого священного момента, когда вы успокоитесь настолько, чтобы услышать. Вы думали, что небеса молчат, но на самом деле небеса говорили шепотом, так, что вам пришлось бы заглушить свои страхи, чтобы услышать. Враг пытался убедить вас, что ваше положение окончательно, что болезнь необратима, что долг нерушим, что отношения не подлежат восстановлению. Но Бог говорит: «Я не закончил». Буря была лишь почвой. Боль была лишь подготовкой. Вас никогда не оставляли, вы проходили очищение. Каждая слеза была учтена. Каждая одинокая ночь была замечена.
каждая неотвеченная молитва хранилась, как сокровище в небесных чертогах, ожидая этого точного момента. Это ваша священная возможность. Не относитесь к ней легкомысленно. Не отмахивайтесь, словно перед вами не открывается ничего божественного. Бывают времена, когда небеса тихо стучат, но когда этот стук раздается, вы должны ответить. Потому что, если вы снова закроете свое сердце, благословение подождет, но время нет. Ангелы готовы, обещание готово, чудо ждет вашей веры, чтобы открыть дверь. Вас больше не испытывают, вас приглашают. Понимаете, что это значит? Это значит, что боль, которую вы испытали, была не наказанием, а сигналом к преображению. Это значит, что тот же Бог, который допустил наступление ночи, теперь повелевает рассвету взойти над вами. Это значит, что богатство, исцеление, изобилие, которые были отложены, теперь стоят в коридоре вашей жизни, ожидая вашего согласия. Произнесите это вслух прямо сейчас. Я открываю свое сердце. Потому что, когда вы говорите это, небеса это записывают. Когда вы провозглашаете это, ангелы приходят в движение. Небеса смотрят на тебя. Не на твоего соседа, не на твое прошлое, а на тебя. На тебя, который почти сдался. На тебя, который скрывает свои страхи за сильным выражением лица. На тебя, который продолжает молиться, даже когда чувствует себя неуслышанным. Бог выбрал именно этот момент, чтобы переписать твою историю. Свет Его завета простирается к тебе, и все, что тебе нужно сделать, это принять его. Но прежде чем мы продолжим, мне нужно, чтобы вы сделали что-то простое, что-то сильное. Например, это видео. Не как жест в мою сторону, а как публичный акт веры. Потому что, нажимая эту кнопку, вы говорите небесам «Я верю». Вы согласуете свои действия со своим исповеданием. Это не просто взаимодействие, это заявление. Вы отмечаете этот момент, провозглашаете его часом, когда ваше сердце открылось и дверь начала двигаться. Ангелы ждут вашего отклика. Они отмечают тех, кто действует, кто стоит, кто движется с верой. Так что не просто слушайте, участвуйте. Поставьте лайк под видео. Напишите в комментариях «Я открываю дверь», и пусть это станет вашей подписью в книге судеб. Ведь те, кто провозглашает, получают. Те, кто действует, открывают. Те, кто верит, наследуют. Вас призывают к завету. Завету богатства, исцеления, сверхъестественной благодати. Но он начинается с одного акта согласия, вашего «да». Шепот ангела достиг вашего уха. Теперь позвольте вашему сердцу откликнуться. Небеса уже остановились для вас. Бог уже сказал. Священное окно открыто, но оно не останется открытым вечно. Время пришло. Обещание близко. Дверь готова. Это не просто вдохновение, это наставление. Божественный узор начал свое существование, и вы в его центре. Ангелы движутся. Ключ сияет. Дверь изобилия трепещет, готовая распахнуться настежь. Повторите это еще раз, тихо, но уверенно. Я открываю свое сердце. Потому что, когда вы это делаете, что-то в духовном мире открывается, и богатство, чудо, благословение, которые так долго ждали, наконец начинают хлынуть потоком. Немедли. Не задавай вопросов. Не сопротивляйся. Небеса зовут, и ангелы готовы. Твоя судьба ждет твоего «да». Я тот, кто видел твои ночи без сна. Я тот, кто считал твои вздохи, когда никто другой этого не замечал. Каждую слезу,
упавшую в твою подушку, видели небеса. Каждый раз, когда ты говорил: «Боже, я больше так не могу», я слышал тебя. Каждую ночь ты отворачивался к стене и шептал: «Почему я?» Я был там. Не думай, что ты попал сюда по невезению, по совпадению или из-за ошибки какого-то алгоритма. Тебя привела сюда сама судьба. Это твое божественное предназначение. Ты стоишь между тем, что сломало тебя, и тем, что созидает тебя. Скажи мне, как долго ты нес эту безмолвную боль? Как давно ты улыбался, когда что-то внутри взывало о помощи? Тебе кажется, что все твои усилия угасают, не так ли? Как будто каждое посеянное тобой семя упало в сухую землю. Ты отдавал, молился, надеялся, и все равно ничего не меняется. Ты смотришь на других и думаешь: почему это происходит с ними, а не со мной? Ты начинаешь сомневаться, было ли обещание, в которое ты когда-то верил, реальностью или всего лишь плодом воображения. Ты начинаешь думать, что, возможно, Бог забыл. Но я говорю тебе сейчас, эта тишина не была отказом, она была подготовкой. За твою жизнь идет война, которую не видят твои земные глаза. Силы страха попытались окружить твою веру. Тьма нашептывала, что ты одинок, что небеса глухи, что чудо ложь. Но слушай внимательно, этот шепот – последние попытки поражения перед рассветом. Потому что то, что ты называешь ожиданием, я называю строительством. То, что ты называешь неудачей, я называю формированием. Это было не наказание, это было обучение. Это было не промедление, это было строительство. Тебя не игнорировали, тебя готовили к чему-то большему, чем ты мог видеть. Сколько раз вы почти сдавались? Сколько раз вы говорили: «Я все сделал, и все равно мало». Вы постились, молились, трудились и ждали, и все равно чувствуете себя опустошенным, все еще застрявшим. Двери не открывались, призывы так и не раздавались, исцеление не приходило, когда вы ожидали. Вы начинали сомневаться в реальности обещания. Вы думали, что, возможно, ваша вера недостаточно сильна, или, может быть, ваш грех лишил вас этого. Но послушай меня, ваше промедление не было отказом. Я формировал вас в тени, оттачивал ваш характер в тишине. Потому что истинное богатство, истинное изобилие, истинное благословение не могут жить в сердце, которое не было испытано. Ты говоришь: «Боже, я пытался верить, но...» Устал. А я отвечаю: ты не устал, ты меняешься. Боль, которую ты чувствуешь, это не признак поражения, это звук твоего прежнего «я», умирающего, чтобы могла возникнуть лучшая версия тебя. Огонь был послан не для того, чтобы уничтожить тебя, а для того, чтобы очистить. Каждое предательство было уроком проницательности. Каждая потеря была новым направлением. Каждая неотвеченная молитва была невидимой рукой, уводящей тебя от того, что могло разрушить твою судьбу. Позвольте мне спросить вас, что, если ваше самое большое горе стало дверью к вашему величайшему наследию? Что, если человек, который ушел, был не отвержением, а божественной защитой? Что, если потеря работы была способом небес сказать: «Тебе суждено владеть, а не служить»? Вы измеряли свою жизнь тем, что потеряли, но небеса измеряют ее тем, что вы пережили. Шрамы, которые вы скрываете, не являются доказательством поражения, это знаки завета. Вы задавались вопросом: почему я продолжаю терять людей? Почему двери закрываются, как только я начинаю надеяться? Потому что мне нужно было убрать все, что мешало вам видеть. Вы не можете ясно увидеть мое обещание, держась за то, что должно было уйти. Вы плакали, когда дверь закрылась, не зная, что я строю новую.
Вы думали, что молчание означает, что мне все равно, но на самом деле это означало, что я работаю вместе слишком глубоком для ваших глаз. Я строил фундамент для вашего богатства, вашего исцеления, вашего восстановления. Помнишь, как ты молился: «Боже, используй меня»? Ты думал, что это будет прекрасно, легко и чудесно. Но ты не понимал, что для того, чтобы тебя использовали, тебя нужно было сформировать. Чтобы тебя сформировали, тебя нужно было сломать. А чтобы тебя сломали, тебе нужно было какое-то время побыть одному. Одиночество стало твоим классом. Боль стала твоим учителем. Но я никогда тебя не покидал. Даже в те моменты, когда ты чувствовал себя забытым, я был рядом, готовя тебе стол в присутствии твоих врагов. Ты думал, что твоя вера мала, но именно вера поддерживала тебя, когда все остальное рушилось. Ты думал, что ты слаб, но именно сила поддерживала тебя, когда другие бы пали. Ты думал, что ты беден, но внутри тебя я заложил семя божественного богатства, которое не сможет уничтожить ни один шторм. Каждая долина, по которой ты прошел, удобряла это семя. Каждое разочарование поливало его. И вскоре урожай прорастет сквозь почву твоих страданий. Теперь вы понимаете, почему это не могло произойти раньше. Если бы благословение пришло до преображения, оно бы вас раздавило. Если бы деньги пришли до наступления срока, они бы вас поглотили. Если бы обещание было дано до подготовки, вы бы его потеряли. Мне нужно было укрепить ваше сердце, прежде чем расширить вашу территорию. Мне нужно было воспитать ваш дух, прежде чем высвободить ваше наследие. Это не история неудачи, это история становления. Так скажи мне, что же ты все еще держишься, что мешает тебе раскрыть руки и принять? Страх, сомнение, чувство вины. Тот голос, который говорит, что тебя никогда не будет достаточно. Я заставляю его замолчать во имя мое. Потому что вера и страх не могут жить в одном сердце. Одно должно умереть, чтобы другое жило. Выбери веру. Выбери веру. Выбери свет, который зовет тебя сквозь тьму. Вы просили чудес, но настоящее чудо уже происходит. Вы все еще здесь. Вы все еще стоите. Вы все еще ищете. Это значит, что враг не победил. Это значит, что обещание все еще в силе. Возможно, вы не чувствуете себя сильным, но вера никогда не была связана с чувствами, она связана с доверием. Верьте, что я знаю, что творю. Верьте, что тишина священна. Верьте, что благословение уже движется к вам, даже если вы его не видите. Потому что скоро те же руки, что дрожали от страха, поднимутся в благодарности. Те же глаза, что плакали в ночи, увидят рассвет изобилия. То же сердце, что разбилось в одиночестве, переполнится божественной любовью. Я знаю, ты устал, но не сдавайся. Война почти окончена. Свет пробивается сквозь трещины. Я не бог отказа, я бог согласования. Я не бог наказания, я бог подготовки. Я не бог задержки, я бог божественного времени. Каждая секунда твоих страданий стала камнем в фундаменте твоего чуда. И вскоре ты станешь на этот фундамент и назовешь его своим свидетельством. Итак, дитя мое, дыши. Твои слезы не были напрасны. Твоя вера не была проигнорирована. Тишина была не из-за моего отсутствия, это была моя работа в процессе. Небеса ближе, чем ты думаешь. Твоя дверь вот-вот откроется. Твое наследие ждет. Ключ уже у тебя в руке. Жил-был рыбак, который всю ночь забрасывал сети в море. Луна стояла высоко,
вода была спокойной, и все же каждый раз, когда он вытаскивал сеть, она оставалась пустой. Час за часом он пытался снова и снова. Его руки покрывались волдырями. Спина болела. Соль океана смешивалась с солью его слез. Он сделал все, что знал. Он был мастером своего дела. Его учили поколения до него. Но в ту ночь ничего не вышло. Словно само море отвернулось от него. Когда рассвет начал заниматься, он посмотрел на горизонт, усталый и побежденный. Сердце его прошептало: «Зачем вообще пытаться снова? Почему мои усилия возвращаются ко мне тщетными?» И в этот момент отчаяния сквозь шум волн прорвался тихий, священный голос и произнес: «Закинь свою сеть еще раз». Он обернулся, пораженный. Вокруг никого не было. Только шепот в его душе, тихий, но непреложный: «Еще раз». Логика кричала, что это бессмысленно. Он уже пытался. Он уже потерпел неудачу. Все естественные причины говорили ему сдаться, вернуться домой, смириться с поражением. Но что-то внутри него, вера, хрупкая, но живая, побудила его руки повиноваться. И вот, дрожа, он снова поднял сеть и забросил ее в ту же воду, которая разочаровывала его всю ночь. Прошло несколько мгновений. Тишина. Затем рывок, сначала слабый, потом сильнее. Сеть зашевелилась, задрожала, напряглась под тяжестью. Рыбак сжал ее крепче, глаза его расширились от недоверия. Когда он, наконец, вытащил сеть из моря, она была переполнена. Настолько полной, что веревки грозили порваться под тяжестью улова. Это была неудача. Это было не мастерство. Это была божественная синхронность. Пустые сети были не наказанием, а тренировкой. Долгая ночь была не неудачей, а подготовкой к утру изобилия. Если бы он бросил один заброс слишком рано, то упустил бы чудо, ожидавшее его в следующем. Так действует Бог. Его благословения не ограничены нашей логикой, они текут согласно божественному расписанию. Видите ли, море не изменилось, изменился рыбак. Его вера перешла от усилий к послушанию, от изнеможения к доверию. В этом ключ к божественной синхронности. Дело не в том, чтобы делать больше, а в том, чтобы настроить свое сердце на шепот небес. Сколько раз вы тоже чувствовали себя этим рыбаком? Вы закидывали сети в отношения, которые ничего не давали. Вы вкладывали свое время, свою любовь, свою веру в место, которые взамен приносили вам пустоту. Вы молились: «Боже, почему ничего не получается?» Но что, если молчание небес было не отвержением, а согласованностью? Что, если все должно было на мгновение рухнуть, чтобы ваш дух наконец-то был готов к чуду, которое приходит не от вашей силы, а от вашей самоотдачи? Божественная синхронность означает, что чудо происходит не тогда, когда вы этого хотите, а когда ваше сердце и небеса наконец бьются в одном ритме. Когда ваша воля подчиняется Божьему шепоту. Когда вы перестаете спрашивать, почему это происходит со мной, и начинаете говорить, что ты готовишь во мне. Этот сдвиг открывает двери, недоступные логике. История рыбака – это ваша история. Вы закидывали удочки, ждали, верили, плакали. И Бог наблюдал за каждой попыткой, за каждым разочарованием. Он не игнорирует вас, Он направляет вас. Сети ваших усилий, возможно, оказались пустыми, но эти пустые сети не свидетельство неудачи, а доказательство того, что ваша вера была испытана и оказалась настоящей. Есть еще кое-что, что вам следует понять о божественной синхронности. Она требует послушания, бросающего вызов разуму. Небеса часто говорят, когда это кажется бессмысленным.
Шепот придет в самый неподходящий момент, призывая вас снова поверить, когда вы уже потеряли надежду. И это момент испытания. Закинете ли вы сеть снова или уйдете, веря, что в море для вас больше ничего не осталось? Послушайте, то, что ждет вас в будущем, не случайность. Это не удача. Это не совпадение. Это время. Божье время. И когда его время и ваше послушание встречаются, тогда сеть изобилия прорывается. Тогда дверь, в которую вы стучались, наконец распахивается. Тогда ключ в вашей руке идеально подходит к замку вашей судьбы. Но здесь кроется ваша моральная дилемма, довериться ли шепоту или своей усталости. Послушаетесь ли вы того, что слышите в своем сердце, или прислушаетесь к логике своего страха? Каждый, кто когда-либо переживал чудо, сталкивался с таким же выбором. Авраам, когда ему было сказано оставить все привычное. Моисей, когда ему было сказано поднять посох над невозможным. Петр, когда ему было сказано ступить на воду. Каждый из них столкнулся с одним и тем же противоречием между верой и разумом. И все же те, кто послушался, увидели, как невозможное стало видимым. А ты? Позволишь ли ты страху убедить себя, что сезон окончен? Или осмелишься закинуть сеть еще раз? Потому что я говорю тебе с божественной уверенностью, следующий бросок не будет похож на предыдущий. Следующая дверь не будет похожа на ту, что закрылась. Следующая возможность не закончится пустотой, потому что теперь ты синхронизирован с ритмом небес. Позвольте мне поделиться с вами секретом. Немногие понимают эту истину. Изобилие не откликается на усилия, а оно откликается на гармонию. Вы можете работать всю ночь и ничего не достичь, если ваш дух не синхронизирован с Божьей волей. Но один акт послушной веры может принести больше, чем целая жизнь стремлений. Это скрытый закон божественного процветания. В тот момент, когда ваше сердце отвечает «да» на шепот, небеса высвобождают то, что было утаено. Вот почему твой прошлый сезон должен был пройти в тишине. Вот почему все казалось затянувшимся. Бог не удерживал твои благословения, Он учил тебя слышать Его шепот. Потому что шепот приведет тебя туда, куда мир не может. Шепот подскажет тебе, когда снова закинуть сеть, когда все остальные разойдутся по домам. Шепот – это твой сигнал, что вода готова. Итак, слушайте внимательно, ведь тот же голос, что говорил рыбаку, сейчас говорит и вам: закиньте еще раз. Не сдавайтесь. Не бойтесь. Изобилие, ожидающее вас под поверхностью, больше, чем вы можете себе представить. Обещание никогда не отменялось, оно лишь ждет вашего послушания. И когда придет ваше чудо, а оно придет, помните, не ваша сила наполнила сеть. Ваша капитуляция. Море подчиняется голосу Творца, как и ваша судьба. В тот момент, когда вы следуете Его Слову, воды недостатка становятся реками изобилия, пустыни промедления садами урожая, а тишина ожидания песни исполнения. Мораль ясна, божественная синхронность – это не усилие, а выбор времени, не стремление, а смирение, не удача, а завет. Пустые сети вашего прошлого были не проклятиями, они были классами. И шепот, который зовет вас сейчас, это не предложение, а приглашение к изобилию. Так что бросайте снова. Верьте снова. Будьте послушны снова. Потому что ваше море полно, ваши ангелы на своих местах, и ваше чудо уже под поверхностью, ожидая, когда ваша вера пошевелится. Бог назначил 3 ангела в вашу жизнь именно в этот момент. Они уже движутся, прямо сейчас, когда вы слышите эти слова. Эти 3 не метафоры и недалекие символы. Это божественные посланники, посланные, чтобы открыть следующий этап вашей судьбы.
Каждый несет в себе священное предназначение, ключ, предназначенный для открытия определенной двери на вашем пути. Первый – это ангел неожиданных возможностей, второе – это ангел мудрости, а третье – это ангел божественных связей. Вместе они образуют священную последовательность, систему изобилия, которую небеса высвобождают только в моменты божественного выравнивания, подобные этому. Первый ангел, ангел неожиданных возможностей, уже рядом с вами. Миссия этого ангела – принести то, что вы не могли спланировать, то, что вы не могли заставить, то, что не могли организовать никакие человеческие усилия. Этот ангел прерывает ваш обычный поток мгновения внезапной благосклонности. Это может быть телефонный звонок, открытая дверь, случайная встреча или даже перемена в вашем сердце, которая ведет вас к чему-то новому. Вы можете даже не осознать этого поначалу, потому что возможность редко появляется в идеальном виде, она часто появляется как помеха. Но будьте внимательны, когда появляется что-то выбивающееся из ритма, когда что-то неожиданно волнует ваш дух, это может быть не хаос, это может быть ваш первый ангел, стучащийся в дверь. Спросите себя, не слишком ли вы привыкли к разочарованиям, что больше не ожидаете сюрпризов? Потому что этот первый ангел движется только туда, где ожидает вера. Небесные возможности тянутся к предвкушению. Когда ваше сердце верит, что нечто божественное может произойти в любой момент, вы создаете магнит в невидимом. Этот магнит притягивает то, что принадлежит вам. Поэтому, слушая сейчас, откройте свой дух. Тихо скажите: «Я готов к неожиданностям». Потому что это заявление побуждает первого ангела действовать. Второй ангел – это ангел мудрости. Это приходит не с шумом или зрелищем, это приходит с тишиной. Оно проникает в ваши мысли, ваши сны, вашу проницательность. Задача этого ангела – согласовывать ваше решение с небесным планом. Ведь какой смысл в возможности без понимания? Многие теряют свое благословение не потому, что им не хватает чудес, а потому, что им не хватает мудрости распознать их и поддержать. Мудрость превращает богатство в наследство. Мудрость превращает благословение в наследие. В ближайшие часы вы, возможно, ощутите глубокую ясность в том, что когда-то вас смущало. Решение появится там, где вы видели только проблемы. Внутри вас возникнет направление там, где прежде была нерешительность. Это не совпадение, это ангел мудрости выполняет свою задачу. Этот ангел поможет вам сказать нужные слова, сделать нужные шаги, познакомиться с нужными людьми. Он подскажет, от чего следует освободиться, а за что держаться. И затем идет третий, возможно, самый сильный из трех ангел божественных связей. Этот ангел обладает властью связывать вашу судьбу с сердцами и руками других. Этот ангел движется в сфере отношений, партнерства и божественных предопределений. Потому что никто не достигает изобилия в одиночку. Небеса всегда посылают человека, помощника, партнера по судьбе. Иногда этот ангел приносит кого-то нового, иногда он воссоединяет вас с кем-то из вашего прошлого, кто теперь несет ваш следующий ключ. Когда появляется третий ангел, совпадение множится. Вы случайно встречаете кого-то, кто точно знает, что вам нужно. Вы получаете послание, которое кажется обычным, но открывает необычную дверь. У вас может возникнуть соблазн проигнорировать его, но помните, третий ангел редко объявляет о себе громко. Он тихо плетет божественные нити, пока вы внезапно не осознаете, что все взаимосвязано. Теперь слушайте внимательно. Небеса подтвердят движение этих трех ангелов в реестре безошибочных признаков в ближайшие часы. Первым признаком будет возвращающаяся идея, что-то, что когда-то давно шевельнулось в вашем сердце, мечта или вдохновение, которые вы похоронили, потому что жизнь стала слишком тяжелой.
Они вернутся к вам мягко, почти как ностальгия, но с новой силой. Это не случайное воспоминание, это сигнал о том, что ангел возможности близок, вдыхая жизнь в то, что казалось мертвым. Вторым знаком будет ключевой человек, кто-то неожиданно появится или протянет руку. Он может дать совет, приглашение или даже сказать одну фразу, которая воспламенит ваш дух. Не отвергайте ее. Смотрите глубже. Возможно, это ангел связей, активирующий ваш следующий шаг через человеческое тело. Каждый завет, который создает Бог, требует, чтобы люди поддерживали его структуру. Тот, кто придет, будет необычным. В вашем сердце воцарится мир, знание, не поддающиеся словам. И третий знак будет маленькая дверь, простая, почти незначительная возможность, которую другие могут упустить из виду. Она может показаться не такой уж грандиозной, но когда вы через нее пройдете, она разрастется во что-то гораздо большее. Это ангел мудрости в действии, учащий вас, что то, что начинается малым под послушанием, часто становится огромным под благодатью. Эти три сигнала – идея, человек, дверь – ваше подтверждение движения. Когда они появляются, не медлите. Действуйте. Говорите. Сделайте шаг вперед. Ритм небес зависит от вашего участия. Чудеса не проявляются через наблюдение, они проявляются через послушание. Вы должны откликнуться на то, что осознаете. Теперь вы должны сделать что-то священное в ответ. Этот момент не пассивен, он требует участия. Если это послание тронуло ваше сердце, я прошу вас совершить один акт веры прямо сейчас. Напишите в комментариях: «Я принимаю 3 ангелов». Когда вы пишете эти слова, вы не просто печатаете, вы скрепляете завет. Вы говорите небесам: «Я согласен». «Я присоединяюсь». «Я открываю свою дверь». Те, кто заявляет, те и действуют. Небеса фиксируют согласие посредством слов, и ваши слова обладают созидательной силой. Повторите это тихо, где бы вы ни находились, и я принимаю 3 ангелов. Почувствуйте, как меняется атмосфера вокруг вас. Вы не одиноки в этом. По всему миру бесчисленные сердца одновременно объединяются, создавая волну веры, коллективную вибрацию послушания, которая умножает поток благословений. Вы – часть движения божественной синхронизации, разворачивающейся цепи судьбы. Помните эту истину, возможности, мудрость и связь – вот 3 столпа любого прорыва. Вам нужны все 3. Возможность открывает дверь. Мудрость поддерживает ее. Связь расширяет ее. Вместе они создают архитектуру изобилия. Без мудрости возможность растрачивается впустую. Без связи мудрость изолирована. Без возможности даже вера стоит на месте. Но когда эти 3 совпадают, чудо становится движением, а благословение – образом жизни. Некоторые из вас сразу увидят подтверждение – электронное письмо, телефонный звонок, внезапное озарение. Другие почувствуют покой, не поддающийся рассудку, тишину, которая говорит: «Небеса услышали меня». Как бы это ни выглядело, знайте, система активна. Ангелы уже работают на вас. Вам не нужно их преследовать, просто оставайтесь в ожидании. Держите сердце открытым, дух настроенным, а слова гармонизированными. Вы можете спросить: почему сейчас? Почему я? Потому что небеса приходят в движение, когда сердце готово. И ваше сердце, после всего, что оно претерпело, наконец-то готово принять. Вот почему вы слышите эти слова. Вот почему ваш дух трепещет, когда вы слушаете.
Призыв реален. Окно открыто. Благословение готово. Итак, сделайте это сейчас. Комментарий: я принимаю 3 ангелов, и пусть небеса запечатлеют ваше согласие. Ведь когда вы исповедуете его, завет активируется. Когда вы согласуете свои слова с божественным наставлением, система начинает двигаться в вашу пользу. Возможности сами вас находят. Мудрость наполняет вас. Связи окружают вас. И в последующие дни, когда вы увидите, как эта идея возвращается, когда появится ключевой человек, когда откроется маленькая дверь, вы все поймете. Вы вспомните этот момент и прошепчете: «Ангелы пришли». Бывают моменты, когда небеса перестают говорить шепотом и начинают говорить указы. Времена, когда благодать переходит от приглашения к решению. Когда вечные часы достигают предела божественного терпения, и голос, шепчущий когда-то «подожди», теперь приказывает «двигайся». Этот момент, дитя мое, настал сейчас, только сегодня. Предел тишине, небеса ждали твоего ответа достаточно долго. Ангелы, посланные, чтобы донести твой ответ, благословение, твое богатство, твое чудо, стоите на месте, наблюдая, поколеблется ли ваша вера или страх снова заставит вас замолчать. Это не просто очередное послание, это божественный ультиматум. Если вы решите остаться там, где находитесь, если вы будете колебаться, если вы будете сомневаться, поток, который вот-вот должен был хлынуть в вашу жизнь, будет перенаправлен, возможность будет перераспределена. Те же ангелы, которые пришли с вашим именем, написанным на их руках, вернутся на небеса в тишине, неся с собой неисполненные обещания, которые могли бы быть вашими. Дверь-то, что открыта сегодня, завтра может стать лишь воспоминанием. Я говорю это не для того, чтобы напугать вас, а чтобы пробудить вас. Ведь небо никогда не принуждает к послушанию, оно ждет его. Каждое чудо требует человеческого участия. Каждый завет требует соглашения. Ангелы, возможность, мудрость и божественная связь связаны законом. Они движутся только там, где действует вера. Они не могут вечно оставаться в неподвижном пространстве. Они несут импульс. И если они стоят на месте слишком долго, река благословения должна течь к другому готовому сердцу. Сколько раз в прошлом вы чувствовали тот же самый толчок «иди, действуй, говори» и игнорировали его, а потом наблюдали, как кто-то другой совершает прорыв, о котором вы когда-то мечтали. Вы говорили себе, что это совпадение. Вы называли это удачей. Но нет, то, что вы видели, было переназначение. Вы стали свидетелями того, что происходит, когда божественное время сталкивается с человеческим колебанием. Небеса не будут умолять вечно. Сегодня небеса не шепчут, а они повелевают. Двигайтесь. Верьте. Говорите. Действуйте. Настал час перемен, и на этот раз исход зависит от того, что вы сделаете дальше. Ключ вам вложили в руку, но вы должны повернуть его. Дверью открыт, но вы должны пройти через него. Урожай готова, но ты должен его пожинать. Потому что в Царстве Божьем вера никогда не бывает пассивной. Она – движение, декларация, решение. Если ты не пошевелишься, 3 посланника снова замолчат. Ангел возможность запечатает момент и двинется дальше. Ангел мудрость заберет его понимание, оставив путаницу там, где когда-то царила ясность. Ангел божественная связь закроет сеть путей, уготованных тебе. Не в наказание, а как следствие промедления. Благословение не может оставаться застойным. Оно должно течь, оно должно наполняться, оно должно завершать свой ход. Небесный указ ясен: я не благословлю нерешительных. Я не умножу колебания. Каждый момент нерешительности отдаляет вас наследование. Каждая секунда страха нарушает ритм. Божественная синхронность. Это было устроено для тебя. Если бы ты знал, насколько близко твое чудо, если бы ты мог видеть,
как двери уже дрожат под натиском твоего прихода к избыток, вы не остановились бы ни на секунду. Это духовный срок вашего ожидания. Тишина, которую вы терпели, заканчивается, но следующий звук зависит от вас. Будет ли это рев, прорыв или эхо упущенной судьбы? Будет ли это смех жатвы или плач сожаления? Выбор, мгновение, приговор – все сходится здесь. Небеса провели черту, и ваше послушание – точка перехода. Осознаете ли вы, насколько свят этот момент? Ангелы не задерживаются там, где их не принимают. Они не тратят время на сомнения. Они откликаются на веру, как молния на проводник. Каждое слово, сказанное вами с верой, приближает небеса. Каждый акт послушания открывает новый слой трансформации. Но если ты остаешься в покое, течение прекращается, и то, что когда-то текло, превращается в тишину. Есть священный закон Духа, который понимают немногие, каждый дверь то, что открывается по приказу небес временно. Каждый сезон у благодати есть окно. Когда это окно закрывается, оно редко открывается снова таким же образом, к возможности то, что парит над тобой прямо сейчас, было создано годами подготовки, болью, молчанием, испытаниями и существует ради одной цели – твоего «да», твоей веры, твоего действия. Вы молились: «Боже, дай мне знак». И Бог отвечает: знак здесь. Ангелы здесь. Слово здесь. Чего еще вы ждете? Вам нужны идеальные условия, идеальный план, идеальная уверенность. Вере не нужно совершенство, она создает его. Вера движется прежде, чем увиденное. Вера действует прежде, чем доказательство. Вера открывает двери, в то время как мир все еще видит стену. Итак, слушайте этот указ: если ты поднимешься, все поднимется вместе с тобой. Если ты пойдешь, небеса пойдут. Если ты веришь, творение выстроится в ряд. Но если ты промолчишь, твои ангелы отступят точка не в гневе, а исполняя свой долг. Они пришли, предложили, ждали. Но небеса не принуждают к тому, что земля отвергает. Поток остановится, и то, что было предназначено тебе, начнет вращаться по другой орбите, ища сосуд, готовый принять. Не позволяй этому стать очередным пропущенным визитом. Тебе уже надоело это. Ты видел, как двери закрывались из-за колебаний. Ты видел, как возможности ускользали сквозь пальцы, потому что ты ждал еще одного знака. Но на этот раз второго приглашения не будет. Это не репетиция, это момент твоего решения. Небеса сказали «сейчас». Возможно, вы чувствуете, как ваше сердце колотится, а душа трепещет. Это не эмоция, а осознание. Это ваша душа понимает, что это ваша граница. Переступите ее. Произнесите вслух: «Я выбираю двигаться». Потому что эти слова не просто признание, это ключ. Они открывают последний уровень божественного вмешательства, ожидающего вашего согласия. Сегодня смело заявляйте об этом: «Я выбираю веру вместо страха». Я выбираю послушание вместо колебаний. Я выбираю войти в дверь, потому что каждое заявление порождает движение. Небеса откликаются на указ. Ты не нищий, ждущий крох, ты наследник завета, претендующий на свое наследство. Но наследство не получают пассивные, его требуют смелые. Не благословение зависает, точка богатства находится в пределах досягаемости, точка чуда в одном шаге от вас. 3 ангела еще не ушли, но уйдут. И если они уйдут, то могут вернуться уже не в том же строе. Голос Божий говорит: сейчас или нет, снова в этом направлении.
Не путайте божественное терпение с бесконечностью времени. Сегодня последний день ожидания. Итак, воспряньте духом. Откройте уста. Выскажите свою веру. Напишите свое заявление. Пусть небеса увидят вашу готовность. Ибо предопределение написано: те, кто двигаются, умножатся. Те, кто колеблются, останутся. Река судьбы меняет свое русло, и вы должны войти в нее, прежде чем она пройдет. Дверь открыта, но не навсегда. Ангелы стоят, но не будут ждать вечно. Глаз Божий зовет, но вскоре он сменится тишиной. Выбирайте движение. Выбирайте веру. Выбирайте послушание. Потому что, если вы начнете действовать сейчас, вы не только сдержите свое обещание, но и приумножите его. Но если вы промедлите, все, что останется, это память. Это последний момент. Небеса сказали свое слово. Решение принято. Действуйте, пока не наступила тишина. Небо просит вас о жесте. Недостаточно просто слушать, вы должны ответить. Божественный разговор не заканчивается, когда слова затихают, он продолжается вашим действием. Этот момент священен, и небеса следят за вашим движением. То, что вы делаете дальше, становится вашим заявлением веры, вашим видимым «да» невидимому завету. Бог сказал, ангелы пришли, дверь открылась, но ключ, запечатывающий этот момент, все еще у вас в руке. Вы услышали призыв, вы почувствовали движение в своей душе, сердце, и теперь небеса говорят: действуйте. Не позволяйте этому стать просто очередным посланием, которое вдохновляет, но не преображает. Возьмите частичку того, что вы получили сегодня, и выпустите ее в мир. Если вы благословлены этим словом, поделитесь им, отправьте его тому, кто находится на грани сдачи. Потому что, отдавая через откровение, вы умножаете благословение. Каждый раз, когда вы передаете то, чему научились, поток избыток расширяется вокруг тебя. Чем больше ты изливаешь, тем больше небеса изливают. И пусть это будет вашим первым жестом послушания. Напишите в комментариях прямо сейчас: «Я, новый я», не как пустые слова, а как указ о самоидентификации. Потому что вы покидаете этот момент не тем же, кем вошли в него. Вы прошли через дверь, которую невозможно закрыть снова. Ты стал носителем своего собственного чуда, живое доказательство того, что вера преображает все, к чему прикасается. Небесам не нужно посылать еще один знак, этим знаком стали вы сами. Ты больше не тот, кто ждал, ты тот, кто действует. Ты больше не тот, кто боится, ты тот, кто верит. Ты больше не тот, кто молит о чем-то. Благословения. Ты – сосуд, через который благословение течет. Повторяйте вместе со мной: «Я – новый я». Эти слова – печать, заветное заявление, декларация, записанная небесами. Потому что с этого момента ваша судьба больше не задерживается, ваш вера больше не колеблись, ваш урожай больше не ожидается. Поток богатства, здоровья и мудрость был восстановлен. Господь восходит на свой престол и говорит властным голосом: поток восстановлен. Завет возобновлен. Обещание исполнено. То, что было заблокировано, теперь открыто. То, что молчало, теперь говорит. То, что было сухим, теперь течет. Вы стоите под открытым небом, и все вокруг вас начнет соответствовать внутренней трансформации. Ожидайте знамений, ожидайте подтверждений, но не ждите их со страхом. Вам больше не нужно гоняться за чудесами, теперь вы ходячее чудо. Но помните, благодарность – это язык непрерывности. Чтобы оставаться в этом божественном потоке, развивайте в себе дух благодарности. Каждое утро выражайте благодарность перед тем, как просить.
Благодарите Бога за богатство вы еще не видели, для чуда все еще в пути, для соединения формирования в тишине. Благодарность притягивает благодать. Когда благодаришь небеса за то, что грядет, небеса ускоряют то, что ждало. Прежде чем этот момент закончится, сделайте шаг веры, небольшой, заметный поступок, который ознаменует это преображение. Поставьте лайк этому видео. Оставьте комментарий ниже «Я – новый я». Подпишитесь на этот канал не ради формальности, а как жест завета, декларация того, что вы продолжите идти в ритме откровения. Каждое сообщение здесь не просто контент, это продолжение вашего духовного пути. Вы не зритель, вы часть движения, семьи веры, поколения божественного наследия. И, вступая в новую жизнь, не забывайте о том, что было восстановлено в вас сегодня. Вы не ждите избыток, ты живешь в этом. Ты не надеешься на трансформацию, ты воплощаешь это. Ты не гонишься за чудеса, вы окружены ими. То же самое кто позвал рыбака снова закинуть удочку, кто послал 3 ангелов, чтобы выровнять ваш путь, который открыл небеса, чтобы говорить прямо в ваше сердце, что Бог теперь идет рядом с тобой. Каждый твой шаг с этого момента и далее несет в себе отголосок этой встречи. Когда придут испытания, а они придут, помните, что было сказано здесь. Молчание не было отказом, оно было подготовкой. Ожидание не было задержкой, оно было созиданием. Борьба не была наказанием, она была формированием. Ваши говера были созданы, чтобы служить вечно. Вы были избраны, чтобы нести свет божественной синхронности в ваш мир. В следующий раз, когда вы столкнетесь с закрытой дверью, не паникуйте, помните, вы несете ключ в следующий раз, когда страх шепчет, скажи громче «Я – новый я». Я – знак своего собственного чуда. Это ваш период божественной преемственности. Ангелы, окружавшие вас в этом послании, не уйдут с пустыми руками, они будут сопровождать вас в новую главу вашей жизни, судьба вы заметите. Первые изменения уже через несколько дней. Идеи вернутся. Появятся люди. Двери откроются. Это подтверждение того, что тройственная система, возможность, мудрость, связь в полном движении. И по мере того, как вы действуете, небеса будут приумножать ваши результаты сверх всякой меры. Но не останавливайтесь на этом. Это только начало. Завет, который вы заключили, нужно беречь. Вернитесь сюда. Послушайте еще раз, накормите свои говера ежедневно, потому что последовательность – это почва, где избыток растет. Так же, как вы поливаете семя, пока не появится урожай, вы должны поливать и свое дух словом. И именно поэтому вам необходимо оставаться на связи. Подпишитесь, активируйте колокольчик и идите вместе с нами по этому пути откровения. Каждое послание – это новый ключ, другой дверь, еще один слой богатства для вашей души. И когда твое чудо проявляется, и это проявится, и вернется, и засвидетельствует. Снова комментируйте, расскажите свою историю, и пусть ваше свидетельство станет подтверждением для кого-то другого. Потому что ваше преображение пробудит веру в ком-то другом. Так же, как это слово нашло вас, оно найдет и других через вас. Теперь вы часть потока. Завершая это послание, возвысьте сердце для последнего заявления вашей последней печати. Произнесите его с полной убежденностью. Небеса сказали. Я услышал. Я изменился. Повторяйте это снова, пока ваш дух не почувствует это. Небеса сказали. Я услышал. Я преображен. Потому что, когда вы провозглашаете это, небеса запечатлевают это. Вы выходите за пределы ограничений и вступаете в завет. Вы переходите от ожидания к принятию, от надежды к обладанию, от молчания к песне. Небу больше не нужно посылать еще один знак,
потому что ты сам стал знаком к свидетельству того, что может сделать вера, проявление божественной силы, к обещать живой суд благословения. Вы перешли от намерения к реализации, от просьбы к наследованию. Ангелы ликуют. Престол звучит. Поток продолжается. А теперь идите, живите как новый вы. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и оставайтесь в ритме откровения. Потому что это не конец, это начало вашего продолжения. В следующем послании небеса покажут вам, как поддержать свое чудо, как сохранить поток богатства и избыток непрерывно в течение следующих 7 дней. А до тех пор ходите во свете, говорите с властью и помните, вы чудо, вы знамение и завет живо в тебе.